Может быть такое, что вы прогневали духов рода, да, и вот они шлют вам это, да, такое бывает. Вы избавитесь от проклятия, это раз. Второе, с вашими детьми будет все хорошо, особенно если это ваш сын. Но если кто-то гадает на дочь или там на детей, я думаю, что пол здесь не имеет значения, мальчик есть мальчик, да. С вами на связи сегодня духи и мужские, и женские. Вот у меня такая энергия почему-то здесь двойная, да. Общий расклад Таро, послание духов рода. Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшняя наша встреча – гадание на картах Таро для мужчин и для женщин. Что хотят вам передать духи. Духи рода, возможно, духи ушедших или дух того человека, к которому вы имеете какое-то отношение, привязаны или какую-то связь. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию. Мы начнем сегодня, ну и вообще проведем сегодня этот расклад в стиле возможного гадания по вариантам, но вы можете прослушать от начала до конца как потоковое послание духов, да, и если вы выбираете по вариантам, значит тот вариант или те варианты, которые вы выбрали, значит они вас касаются, а если что-то вы не выбрали, да, значит это не касается вас, поэтому если вы слушаете все полностью, касается вас полностью, но если выборочно, то значит только то, что вы выбрали. Настраиваетесь на себя, на свою ситуацию. И давайте посмотрим, сколько у нас вариантов будет. Я еще не знаю, сколько вариантов будет. Сам не знаю. 2, 3, 4. Давайте 5 вариантов. Давайте все-таки 5 сделаем. Давайте 5 и последнюю карту. Я вот как-то решил последнюю взять. Ну что, уверен, что вы настроились, определились, сколько вам надо вариантов или все послушать. Итак, первое послание духов или духа, ну или высших сил, если уж вы в духе не верите, да, или в духов. Знаете, вот духи рода, давайте уже все, духи рода определимся, от них будем говорить. Говорят вам о вашем предчувствии, вы что-то предчувствуете, и Луна – это всегда негативная энергия, о негативе. И это очень женская карта. Негатив может идти от любой женщины, которую вы знаете, не знаете, то есть вам идет негативная энергия от женщины. Но, скорее всего, вы знаете об этом. То есть здесь для вас то, что я вам открываю, это не новость. Вот если бы она выпала вот так, я бы сказал, вы не знаете об этом, это скрыто идет. Но тут вам кто-то явно перешел дорогу, с кем-то вы поссорились. Может, кто-то колдует. Может быть, знаете, вы долгие годы не можете найти общий язык с этим человеком, но это женщина. И это не важно, там мама, сестра, дочь, может быть, и так далее. То есть что-то не очень идет у вас с женщиной. Давайте уточним, какие детали идут по этой Луне для вас. Давайте первая карта. Немножечко перетасуем все-таки. Такая неудобная эта колода, да, и если вы хотите побольше раскладов в стиле послания духов рода или диагностику провести, то пишите в комментариях. Если будет много просьб, то сделаем диагностику на негатив. Давайте смотреть. А первая карта будет, она же первая. Здесь про исцеление идет. Духи говорят, что какой-то женщине надо исцеляться или об исцелении от женщины. Для женщины, точнее, извините, для женщины. Смотрите, сама энергия негативная. Но вам либо нужно исцеляться или защищаться, или вы исцелитесь. Хорошо, хороший знак. Какая бы ни плохая у вас была ситуация с этим человеком, с этой женщиной, вас ждет исцеление, скорее всего. Давайте еще посмотрим. Может, вы гадаете еще на какую-то женщину сейчас, да, вдруг вы загадали ситуацию с какой-то женщиной, то, может, она будет
выздоравливать. Тут уже смотрите по своей ситуации, если она болеет. Но если вы знаете, что вам кто-то зла желает, то вам надо исцеляться. Да? Знаете, очень хорошая карта. Вам пойдет прибыль скоро. И это действительно исцеление. Здесь ростки. Если вы чувствуете, что кладбищенская магия у вас есть, я здесь просто добавляю, потому что земля. Ну, просто будьте внимательны. Может, вам надо диагностироваться. Да? Если вдруг чувствуете Луна, исцеление и Земля, это у кладбища иногда. Но вам пойдет прибыль, и у вас будет выздоровление. Если вы вдруг связаны как-то с каким-то негативным воздействием. Ну, а видите, почему так? Потому что не прогляд. По сути, я за Луной этой не вижу этого человека. Но смотрите, вам высшие силы говорят о том, что внимательно, будь осторожна. У тебя есть негативное воздействие от женщины, которая сама защищена, она стоит за непроглядом. Но тебе желательно быть внимательной к своему здоровью физическому, к своему финансовому потоку, к здоровью опять-таки, ну и к здоровью своих близких, и в том числе детей, потому что Луна, ну, она, может быть, касается не только вас лично, но и вашей семьи. Все это делается за непроглядом, но вы, скорее всего, этого человека знаете. Ну, такой вот месседж у вас номер один. Месседж номер один. Хорошо, давайте посмотрим вторую часть. Позиция номер 2. Вы чего-то не видите, вы что-то ищете, не можете найти никак. Может работу, может быть партнера, может успех, удачу, может деньги, может предмет какой-то, может счастье ищете. Ну, может быть, что-то хотите открыть для себя. Может быть, что-то очевидное перед вами, перед вашими глазами. Оно прям очевидное, но оно, знаете, лежит прямо на видном месте. А вы не видите. Но вы это ищете, но не находите. И вот об этом вам хотят передать высшие силы. Давайте смотреть. Угу. Немножко потасуем. Что же вы ищете и не находите? Ищете и не находите. Ну, может, врага какого-то ищете и не находите. Но это все-таки второй вариант. Но кто смотрит от первого до последнего, тогда эта часть, она же связана, вы понимаете. Хорошо, вторая карта была, да? А мы вторую возьмем. Ну, Лада – это женская богиня, то есть вы ищете какую-то женщину, опять-таки, ищете женское счастье, ищете женское здоровье, ищете женскую любовь, женское понимание, даже если вы мужчина. Да если вы женщина, например, у вас, к примеру, с дочерью не очень как-то отношения, или с мамой не очень отношения. Ну или там то, что в женском аспекте вот вы и ищете, да. Хорошо, давайте дальше смотреть. Вам женщина будет передавать какую-то информацию скоро. Пойдет вам через женщину информация. И эта женщина, и, наверное, эта информация все-таки поможет вам. У вас будет просветление. Вы найдете то, что искали, особенно если это касается женщины, женского счастья, любви, здоровья в том числе. Эта информация поможет как просветление. И, ну, давайте еще. И откроет вам возможности, приблизит вам, может быть, даже поездку, переезд. Может быть, общение с человеком, с которым вам нужно встретиться. Может быть, мужчину приблизит. Это часто мужская карта. И информация от этой женщины и то, что вы ищете, откроет вам новые горизонты, новые берега. И поможет вам сдвинуть
что-то с мертвой точки. Очень хорошее, ну, как бы хорошее повествование. То есть вы, по сути, благодаря какой-то женщине что-то найдете и что-то откроете себе. В принципе, добавлять не буду. Пойдемте дальше посмотрим, да? Позиция номер 3. У вас в каком-то месте, ну, в каком-то вопросе есть застой. И вы застряли в чем-то, в каком-то моменте. Ну, давайте вот эту вот карту, я ее взял, да, она и лежит. Но у вас серьезный застой. Вы могли застрять в, ну, как в кладбище, это в чем-то прошлом. Всегда это прошлое. Вы могли застрять в негативе в каком-то, может быть, в каком-то конфликте, в скандале, может быть, в черной магии застряли. Ну, в общем, хозяйка кладбища, да, то есть вы не движетесь. Возле вас может быть сконцентрировано много негативной энергии, много недоброжелателей и темной магии в том числе. Но мы не смотрим сегодня негатив, мы идем как послание высших сил делаем, да. Давайте еще посмотрим, что здесь. Метла. Есть много нечистого вокруг вас. И знаете, вот если вы даже плохие запахи чувствуете, это значит желательно избавляться. Если вы начали избавление, продолжайте. Если еще не делали, избавляйтесь. Но вас по-черному, если на вас что-то говорят, то в тайную. Ветер перевернутый. За вашей спиной могут по-черному шептаться. Вас могут обсуждать по-грязному. Вас могут, на вас выливать ложь могут. И вам желательно чистить себя, чистить свою энергетику. Хозяйка кладбища и метла, это нужно убирать. И вот если вы, знаете, как чувствуете, что у вас мало сил, вялые, не хотите двигаться, постоянная сонливость, ну, конечно, лучше сделать диагностику личную, да, как негативных каких-то влияний. Но лучше об этом задуматься, если это есть действительно у вас. Вам, знаете, вот вам просто везет, что у вас есть ангел-хранитель очень сильный. Кто-то вас защищает. Может, есть у вас очень сильный оберег с ангелом. Ну, или любой, может, пентаграмма, может, еще там Христофор, подкова, что угодно, может, камушек какой-то. Но больше тут прям ангел выпадает. Может быть, у вас татуировка там ангел, я не знаю. То есть, у вас очень сильный ангел-хранитель, он вам пока очень хорошо помогает и защищает. Имейте это в виду и поблагодарите его, погладьте его за свое правое плечо вот здесь. Давайте еще посмотрим. Вам кто-то очень вредит. Вам прямо, знаете, вот вы как автомобиль едете, да, а вам мешают ехать. Вам ветер перекрывают, воздух перекрывают. Ну что сделать, если автомобилю перекрыть воздух? Он не будет работать, двигатель заглохнет. Вот вас кто-то хочет остановить, проколоть вам шины, порезать шины, да, или перекрыть вам дорогу, понимаете? Гвозди. Давайте чуть глубже копнем. Не знаю, или у вас с какой-то женщиной уже такой, знаете, в возрасте какой-то может быть конфликт. Или работаете вы с этой женщиной, которая старше вас. Ну или может быть это родственница ваша какая-то. Может быть бабушка, может быть она на вас разозлилась, не знаю, что-то тут прям мне не нравится. Знаете, хозяйка кладбища, это может быть покойная бабушка или покойная родственница идет. У меня такое ощущение, что как бы агрессия какая-то пока, я не знаю почему, но есть такое. Здесь сущность, и знаете, сущности это то, что всегда атакует или может жить внутри вас. Если чувствуете, что есть сущность или энергии, которые идут темные, ну, то это может быть связано с вашей именно родственницей здесь. Сущности и подселенцы могут быть. Ну и черное зеркало. Что-то идет из тьмы на вас, к сожалению. Какая-то черная магия. И если чувствуете сущности и подселенцев, будьте осторожны. Только благодаря ангелу-хранителю вы сейчас в адекватном состоянии энергетическом.
Если этот ангел-хранитель даст слабину, ну, могут быть и видения, и сны плохие, и проблемы. И вот главными знаками того, что у вас плохо в позиции номер 3, это то, что вы постоянно останавливаетесь, проблемы с автомобилем, проблемы с поездками, с переездом и все, что касается движения. Но если чувствуете воздух, сероводород, ну, понимаете, как тухлое яйцо, воняет мясом каким-то, да, то есть, ну, тухлятиной воняет. Вот это все признаки того, что, скорее всего, может быть, на вас духи рода прогневались, или кто-то умерший, ну, или женщина какая-то, которая, может, или работает через женщину на вас. Вот здесь будьте осторожны. Давайте, может, как совет все-таки еще. Маятник часто показывает на нестабильность, то есть, ну, понятно, вы то едете, то не едете в Израиль, да, например, или куда-нибудь еще, но здесь еще и о диагностиках, поэтому продиагностируйте себя обязательно, здесь рекомендация такая есть. Дальше идем, позиция номер 4. Здесь ягуар, перевернутый охотник. Нужно понимать, был ли у вас враг. Если был враг, то его уже нет. Если вам не везет вдруг, то это про вас. Давайте смотреть. Давайте смотреть, разбираться. Что-то касается либо вашего бывшего врага, от которого у вас есть защита, ну, вы защищались от него, но он тогда бывший враг. Но если вы чувствуете, что вы не сможете в одиночку кого-то или что-то преодолеть, то вам нужна помощь, ну, помощник. Например, я не знаю, вы не можете, к примеру, сами переехать, например. Ну, вы берите помощника. Если вы не можете, например, отбить какую-то атаку, берите помощника. Если не можете отбить магическую атаку, ставьте дополнительную защиту, да. Понимаете, да, вот в таком ключе здесь. Дальше. Что-то связано опять с темными силами, Бафомет. По Бафомету я бы сказал, что либо вы защитились от Бафомета, от темных сил, и если был враг и по черному на вас охотился, а если у вас пропали вдруг силы, то у вас нарушен энергетический кокон, и вы не можете двигаться дальше. А также вас может кто-то начать принуждать. И принуждать может не открыто, не с агрессией, а наоборот, с лестью какой-то. Да? Вот есть, знаете, такое понятие, как злой полицейский и добрый полицейский. Вот это вот злой полицейский здесь. А вот так он будет добрый. Ягуар – это самая мощная карта ну, как бы самая сильная карта охотника. И здесь перевернутая охота. Может быть, кто-то пробивает вашу защиту каким-то очень хитрым путем. Ну, что это такое? Не обязательно магичит, нет. Может быть, кто-то от вас добивается что-то манипуляциями. Ну и тамы. Вас как-то, вашу защиту хотят взломать очень хитрым способом. Либо был какой-то враг, от которого вы смогли защититься. И тут нужно понимать, вы делали какие-то обряды, ритуалы по защите, как в магии, так и в реальной жизни, или нет? Если делали, то вы защитились, можете спать спокойно. Это хорошая комбинация защиты и атамы. А между ними Бафомет. Так вот, от Бафомета вы защищены. Но если вы этих защит не делали, то вам нужен защитник, и будьте осторожны, на вас может быть скрытое нападение. Но даже вот на физическом уровне вам сперва могут говорить как бы по-хорошему, а потом начнут давить на вас. Да? Ну и стихии здесь больше, конечно, про энергетику, то есть больше про магию. Ну, Бафомет у нас из мира духовного, эзотерического, но тем не менее могут быть и темные ситуации, да, которые вы не подстрахованы. То есть вам лучше, как бы, знаете, перебдеть, чем недобдеть. Но особенно если едете куда-то.
Особенно если едете ночью, потому что у вас поиск видений, вы можете чего-то не видеть. Понимаете? Но ночью лучше не ехать, лучше едьте днем, как вариант. Но все 4 стихии, это на всех 4 уровнях у вас могут возникнуть проблемы, если вы будете не подготовлены. То есть есть какой-то некий вопрос, к которому вам важно быть готовым, защищенным. И если вы идете в какое-то там мероприятие и чувствуете, что сами не справитесь, то лучше возьмите себе помощника, защитника и человека, который вам подставит плечо или защитит вас, или подстрахует. Страховку какую-то, может, нужно приобрести и так далее. Да? Тут как бы духи вас просто здесь предупреждают. Ну, а если действительно была вражина какая-то, да, которая охотилась за вами, и вы проводили мероприятия, как магические, так и физические, по его дискредитации, или там, не обязательно дискредитации, а по его дезактивации, да, то вы его, скорее всего, дезактивировали на всех уровнях. Да? Да, и высшие силы, видите, то есть, скорее всего, тогда враг ушел, и высшие силы сейчас вам помогают и защищают. Такой, как бы, смотрите по своей ситуации, к чему ближе этот расклад номер 4 здесь. И последний вариант. Что-то удивит вас, порадует вас, какая-то неожиданность вас ждет, и может быть что-то хорошее с вашими детьми. Дитя в прямом положении выпадает. Информация может идти от ребенка вам. Вам неожиданно пойдет прибыль, пойдут деньги, пойдет успех, будет рост. Можете сейчас загадывать желание, можете поставить на паузу, подумать о чем-то хорошем, загадать желание и напишите в комментарии. Не обязательно желание писать, но напишите: я загадала желание или я загадал желание. Будет рост. У детей будет налаживаться ситуация у ваших. Вам пойдут деньги, но перед этим вы или заплатите за это, или потеряете какие-то деньги. Если вы потеряли деньги, то вы найдете деньги, обретете их. Особенно это касается информации женщины. Но мужчины, если вы смотрите, это женская карта, которая говорит о движении денег. Луна, и это тоже, кстати, движение, растущее. То есть вам идет прибыль, вам течет прибыль. Это очень хорошо. Жертвуйте, проводите обряды, ритуалы на открытие дорог, на укрепление финансового канала. Даже если вы будете в коридоре затмений, ничего страшного, делайте. Особенно если вы выбрали только последний вариант. Вам очень повезет. Дальше идет. И смотрите, здесь уже убывающая Луна. Что-то должно уйти из вашей жизни. Что-то должно уйти из вашей жизни. А уйдет из вашей жизни болезнь, особенно это если болезнь головы, сердца, кровеносных сосудов. И если это проблемы с негативными энергиями, в том числе негативная магия. Христианство может уйти из вашей жизни, и влияние христианского эгрегора может быть ослаблено, или вообще вы с ним попрощаетесь. Давайте посмотрим, а что будет еще. И будет наполнение. И в этот расклад вы пришли не просто так, без сомнения, ибо на смену того, что было плохое в вашей жизни, обязательно придет полная Луна. И сколько бы вы ни теряли, и сколько бы вы ни платили, сколько бы вы не болели и не страдали, и сколько бы вы не просили Бога или Создателя, или эгрегор какой-то, неожиданно будет рост, и будет результат. И будет результат в виде конечного результата. И что хотят посоветовать вам карты Таро? Если вы выбрали все карты, то, все карты, да, все 5 карт, то последняя карта просто говорит о том, что весь негатив, с которым вы столкнетесь или столкнулись, и все ситуации, которые вы услышали, в конечном итоге увенчаются позитивом. И вот в чем вам везет особенно. 3 карты, в чем вам везет.
3 карты. В чем вам везет? Вы сможете избавиться от проклятия. Ну, не обязательно это проклятие в магическом аспекте, если вдруг вы не верите в это, да. Но вот смотрите, когда вам тотально не везет, вам будет везти. Это раз. Но помните о том, что проклятие – это достаточно большая проблема. Может быть проклятие рода. Может быть такое, что вы прогневали духов рода, да, и вот они шлют вам это, да, такое бывает. Вы избавитесь от проклятия, это раз. Второе, с вашими детьми будет все хорошо, особенно если это ваш сын. Но если кто-то гадает на дочь или там на детей, я думаю, что пол здесь не имеет значения. Мальчик есть мальчик, да. Скорее всего, вам дух, с вами на связи сегодня духи и мужские, и женские. Вот у меня такая энергия почему-то здесь двойная, да. У детей будет все хорошо наладиться. Ну и у внуков тоже все наладится здесь. Ну и есть бесы. Вам повезет выйти из какой-то очень сложной ситуации, потому что Бафомет сегодня был. И темнота отступит, и в вашу жизнь войдет. Смотрите, вот просто берем вот так, раз, сюда. Что войдет? Войдет кладбище. Но кладбище – это что-то такое, знаете, как с одной стороны темное, а с другой стороны закончится. Да? У меня такое ощущение, просто зайдет решение вопросов, как минимум связанные с темной магией, с проблемами и со всем темным. И вы навсегда избавитесь и похороните этот вопрос, да, свой проблемный, под толстым слоем земли, из которого на поверхность выйдут вот такие вот ростки. И что это будет? Ваш успех, ваша любовь, ваше счастье или ваши дети или внуки, неважно. Главное, что вот это заменит вот это. И вместо кладбища будет вот такой вот красивый цвет в вашей жизни. Мира вам и вашему миру. Оставайтесь на связи и услышимся. Пока-пока.